Всем привет, дорогие друзья, всем подписчикам привет, с вами студия «Мое мнение». Сегодня будем готовить курицу в тандыре. Но прежде чем мы приступим к приготовлению, я хочу с вами поговорить о тандыре немножко, о температуре. Многие не могут сориентироваться и понять, сколько греть тандыр, как его греть, когда закладывать мясо, когда не закладывать. Чтобы не было у вас этих проблем, я вам рекомендую в своей крышке проделать отверстие и приобрести такую штучку, называется термометр для тандыра. Какой принцип? Есть циферблат, потом идет резьба и датчик на конце. В комплекте шла одна шайба. Я доложил 2 шайбы большие. Так как у меня крышка толщиной 30 мм, то есть 3 сантиметра, я нашел градусник с резьбой 4,6 сантиметров. Соответственно, чуть под конусом я его посажу с 2 сторон. Зажму его и буду всегда контролировать температуру внутри тандыра. То есть перед тем, как закладывать мясо, я всегда смогу открыть крышку, дать ему немножко остыть, закрыть, посмотреть, какая температура в тандыре и закладывать мясо. Либо картошку, либо рыбу и так далее. И тогда я ухожу от риска туда что-то положить при 500 градусах, чтобы оно там моментально не сгорело. Такой термометр для тандыра меня всегда сможет выручить, поэтому рекомендую. Как он устанавливается? Одну шайбу оставим сверху крышки, одну шайбу подложим снизу. Устанавливаем в отверстие. Перед тем, как затягивать, закройте крышку. Устанавливаем уровень, хотя бы на глаз, как вам нужно, под каким углом вы будете смотреть. Установили и затягиваем. Очень важный момент. В термометрах циферблат нежный, поэтому сильно не затягивайте, для того, чтобы не перетянуть. То есть, дошли до упора и достаточно. Все, теперь получилась у нас вот такая штучка. Начинаем готовить. Для того, чтобы была беседка у нас хорошая для подписчиков, люди добрые нам помогают, друзья наши, поэтому все будет скоро тип-топ. Тандыр возьмем длинные поленья. Так, взяли дровишек. Погреб начал протекать. Теперь разрыли до основания, устраним течь и обратно будем зарывать. А на бугре посадим чебрец, может быть. Поддувало обязательно открываем на максимум, когда будем запаривать. Дрова колю не крупные, еще раз напоминаю. Потому что когда крупные поленья у вас будут, они просто будут обугливаться. И эффекта у вас не будет. У вас дрова должны максимально гореть, нагреть тандыр. И чтобы глина на себя потянула температуру. И потом, соответственно, эта температура будет передаваться в мясо. Берем чистую губку и моем курочку.
Ну что, дорогие друзья, перед тем, как приступить к маринованию курицы, мы сначала сделаем картофель. Мы картошку будем запекать тоже в тандыре, поэтому ее нужно предварительно подготовить. Первое, возьмем картофель, разрежем пополам. В одной из половин немножко удалим сердцевины. Отлично, убрали немного. Пока мы соберем. Та половина, которая у меня меньше, я ее оставляю. Та половинка, которая у меня больше, в ней я вырезаю сердцевинку. Наше масло, которое мы делали с вами, кто помнит, осталось со стейков Тибон. Ссылочку оставлю в описании. Чуть посолим. Немножко добавим перца. Немного добавлю кориандра молотого. Подрезали грибы, следующее, подрежем немного масла. Раз, два, три. Когда работаете с маслом, приблизительно минут за 30, за час вы должны его достать с морозилки, чтобы оно поддавалось ножику. Потому что очень будет тяжело его резать, оно будет рассыпаться, когда будет сильно мороженое. Ох, аромату масла. Отлично. Перед тем, как мы приступим к маринаду курицы, мы должны его подготовить. И курицу мы будем обкалывать, а не обмазывать. Для этого вам понадобится вот такой вот кулинарный шприц. Посмотри, в нем есть две разные иглы. Пишите в комментариях, какая иголка лучше для того, чтобы обкалывать курицу. Игла с прямой подачей или которая распыляет в разные стороны. Я в данный момент буду использовать прямую подачу, потому что я буду пробивать до кости. Когда вы жарите на сковородке, в тандыре, на мангале, вы должны помнить, что до 50% специй теряется. Поэтому я хочу раскрыть все изнутри. Перемешает с ароматом. Мы сейчас с вами создадим соус, потом будем обкалывать. И когда начнет нагревать тандыр, мясо внутри, это все распарится. И мясо получится просто нежнейшее. Оно не будет банально пресное, как обычно курицу, когда только снаружи натираешь. Теперь, если у вас нету кулинарного шприца под рукой, вы покупаете максимально большой, который вы знаете, допустим, на 20 кубиков. Снимаете иголку, набираете маринад, одеваете и курицу максимально обкалываете по всей поверхности, до кости пробивая. Первое, возьму апельсин, разрежем. Наша задача получить сок апельсина. Добавлю один лайм. На этот объем я возьму 2 чайные ложки с горкой кориандра, мелко молотого. Следующее, мед. На этот объем я взял 2 столовые ложки меда. Следующее, берем горчицу, у меня в данный момент классическая, крепкая. И добавляю на этот объем 3 чайных ложки с горкой. И теперь нужно добавить соли, но вместо соли у нас выступит соевый соус. Соевый соус добавляю по вкусу. И в конце обязательно, перед тем, как будем обкалывать, нужно попробовать, что у вас получилось. Если чего-то не хватает, можете добавить уже по своему вкусу. Отлично. Кисло-сладкое с ароматом кориандра. Оттенок апельсина с лаймом чувствуется. Горчичный такой привкус. Для мяса будет просто бомба.
перед тем, как мариновать курицу, готовить, обязательно там, где хвостик, вырезаем заднюю железу. Вот эту часть нужно, обязательно вот эту часть нужно вырезать. Вот. Вот это нужно вырезать. Также сделать с другой стороны. Надломал и срезал. У меня домашняя курица, 3,5 килограмма. Есть возможность, ищите, у нее очень вкусное мясо, это бройлерное. Пошел процесс. Подписка, лайк и колокольчик, если есть желание. Начну с грудины. Загнал и максимально вгоняю все, что есть там. Мясо моментально надувается. Мясо будет рваться, соус его максимально размягчит. Это будет просто то, что нужно. Еще раз набираем. Загоняю в грудину. До упора в кость. Вы должны обкалывать так, чтобы курица вот вся текла. Загоним в ножку. В одну. Во вторую. Самое главное — это бедра, это грудина хорошо обколотая, где-то часть спины под крыльями, и тогда будет супер. Отлично. Ну, и без потерь. Хорошо. Грудину разрываем. Отлично. Все, пошла обратка. Это значит уже полна коробочка. Но если вам мало соли, так как мне, я еще в конце возьму соли и внутри немножко натру курицу, обязательно. Возьму соли хорошо, чтобы она была у меня просолена хорошо. Потому что мяса много, курица большая. И также натру сверху. Только солью, больше ничем. Только солью. Массаж и делаем перед тандыром, массаж. Одеваем сверху. Отлично. До крючка. Когда уже перед тем, как будете отправлять в тандыр, берете подсолнечное масло без запаха и обмазываем хорошо курицу. Хорошо. Первое, на дно ставим огнеупорку. Перекрываем кислород. И вокруг огнеупорки выкладываем картофель. Отправляем в тандыр. Итак, я готовил полчаса 190 градусов и час 10 я готовил 160-150 градусов.
Это для домашней курицы. Для магазинной, я думаю, в 2 раза будет меньше. Тот же самый процесс. Посмотрим. Картошка пропеклась просто супер. Ох, аромат стоит. Сейчас будем дегустировать. Грудка, посмотри, сочная. Глянь. В ней есть сок, блестит, не сухая. Попробуем. Идеально. Идеально. Не зря когда-то кто-то мне сказал, что курицу нужно готовить на 70%. Это грудина. Попробуем ножку. Глянь, с нее сок течет. Глянь. Глянь, сок капает. Глянь, с нее сок течет. Еще раз. Попробуем картошечку, которую сок натек. Картошка пропеклась вообще супер. Вот какое было масло, теперь такая вся картошка. Гриб дал практически ничего, но грибок я чувствую отдельно. А вот специи, которые были в масле, пропитали ее просто бомба. Что я хочу пожелать вам? Всем хорошего настроения, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальцы вверх либо вниз. С вами была студия «Мое мнение». До новых встреч. Пока. Глянь, какой рассол, глянь. Просто супер. Это наш соус свернулся. Просто супер. Ой. Вот это оно. Сочное. Разваливается. Я всем рекомендую этот рецепт повторить. И старайтесь курицу готовить на 70%, до 80%, не больше. Тогда она у вас будет сочная. Оператору, так это грудина. И такую же курицу по такому же рецепту можно приготовить в духовке.